Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Вернемся к зеленому улью этому. И сегодня будет видео о том, что делать, если у вас осталось в улье по какой-то причине весной, вот ранней весной, несколько улочек пчел, то есть жменька пчел в улье осталась. Манюсенькая семья, она выжила, но такая манюсенькая, что не знает, что с нею делать. Так вот, что с нею делать? Почему показываю этот улей? Потому что он у меня как раз в прошлый год в таком состоянии и был. Я оставил его на запасную матку. Семейка была маленькая, весной еще ослабла, и здесь действительно осталось 2 улочки пчел. А там вот новый улей у меня был, тоже я его оставлял на запасную матку. Здесь была та же история, но я с этими ульями поступил по-разному. А теперь рассказываю, что я делал, как поступал и что бы нам придумать. Так вот, что делать с такими манюсенькими семьями? Вот в этом зеленом улье я его специально оставил прошлый год, ничего с ними не делал. Они сами жили как хотели, они выжили. Они подросли к осени, сейчас они перезимовали, это уже, скажем так, средняя по силе семья, нормальная семья, в этом году будет работать. Но дело в том, что толку от них прошлый год не было. Они из манюсенькой семьи разрослись до средней по силе семьи к зимовке, но меду они собрали всего-навсего ведро. И это был самый худший результат на Пасхе. То есть, как хозяйственная единица, эта семья была не к чертовой матери. С той семьей, что в новом улье, я поступил по-другому. Я ее в течение сезона дважды подсиливал печатным расплодом. То есть на начало сезона это были 2 полуиздохшие семьи, еле-еле живые, с запасными матками, ослабшие, потому что облет прошлый год был очень поздний, только 1 апреля. Они очень много пересидели, в общем, были бедные, несчастные. Получилось у меня 2 таких слабеньких семьи. С одной я ничего не делал, с другой занимался усилением ее с помощью печатного расплода. Так вот, та семья, которую я усиливал печатным расплодом 2 раза в год, то есть дала ей 2 рамочки печатного расплода, она на подсолнухе принесла 2,5 ведра меда. Она тоже не была сильной, она была средней по силе, но тем не менее она меду принесла в 2 раза больше, чем вот эта вот несчастная захудалая семья, которая жила сама по себе и которая выжила таки. Поэтому рассказываю на собственном опыте, чем это все заканчивается. Если вы манюсенькую семью оставите на самотек, то меда вы из нее практически никакого не увидите. Ну, ведро это, конечно, не результат. С одной зимовалой семьи в нашей местности надо брать как минимум 5 ведер меда. Если результат меньше, значит это год плохой. Так вот, что делать с такими вот семейками, которые могут получиться весной, совсем ослабшими? Потому что сами они нормально развиться не могут. Ну, тут надо принять 2 волевых решения. Первое, либо мы их соединяем с какой-то другой семьей. Допустим, с семьей, у которой пропала матка. Тогда мы эту семейку маленькую берем, потому что у нее же матка хорошая, и соединяем с той семьей. Получаем 2 в 1. У той семьи появляется матка, она начинает там работать. Она получается в нормальной семье, нормально работает, но эта семья, соответственно, идет под ликвидацию. Второй вариант. Нам запасных маток не понадобилось весной, у нас все матки нормально перезимовали, тогда мы можем поступить следующим образом. Если у нас несколько таких семей, соответственно, там несколько маток, мы их можем объединить в одну, пожертвовать, соответственно, матками. То есть 2 маленькие семьи соединить в одну, они будут нормально работать, соответственно, теряем 1 матку. 1 матка остается, работает, 1 матка теряется. Можем принять еще одно волевое решение, оставить работать 2 матки, потому что если у нас, но только при том условии, если у нас 2 хороших матки, они молодые, они полноценные, они будут работать, потому что если матка старая, плохая, то нету смысла этого делать. Ну, допустим, у нас 2 хорошие матки, и мы решили эти семьи не сводить, а вести их отдельно, потому что весной матка это равносильно 1 семья. Если у вас есть хорошая матка, за нее можно бороться. Тогда такую семью можно вытягивать за уши на белый свет. Первый вариант, как вытянуть ее за уши. Вот в этот ранний весенний период такая матка не может нормально работать, потому что у нее нету пчел, расплода, будет там небольшой пятачок, и, соответственно, семья развиваться нормально не будет. Тогда мы можем взять от большой, сильной семьи, которая занимает там больше и 10 улочек, пчел живых, хороших, без матки, и этих пчел переселить в этот улей. То есть эту семью усилить уже готовыми пчелами. В таком случае эта семейка у нас усилится, у матки появится рабочая сила, она лучше будет и больше откладывать яйца. Но с другой стороны у нас ослабится та большая сильная семья, которой мы забрали пчел. Почему я сказал, что пчел можно забирать только от сильных семей? Потому что сейчас, в это раннее весеннее время,
матка полноценно не может откладывать яйца даже в сильных семьях, потому что у нее и так не хватает молодых пчел. Поэтому если мы еще заберем пчел у средней семьи, то та семья тоже упадет на задницу. Так что пчел можно забирать только у сильных семей. Ну а само это перебрасывание пчел из семьи в семью в умных книжках называется ранневесеннее выравнивание семей. Потому про это дело можете в книжке почитать, там все написано. Но лично я не сторонник такого метода, я применяю немножко другой метод. Я ранней весной с этими семьями слабенькими, у которых жменька пчел и хорошая матка, вообще ничего не делаю. И они у меня так живут аж до мая месяца. А в мае месяце у нас семьи развиваются основные до такой степени, что там начинается предроевое состояние. Там пора делать отводки. И вот в это время, матка в основных семьях уже работает на максимуме. Она ничем не ограниченная, пчел у нее море, по 8 рамок расплода. Вот в это время матки в основных семьях начинают снижать яйцекладку, потому что и так все забито яйцами, а семья начинает в роевое состояние. Так вот, в это самое время, когда основные семьи уже будут задумываться о роении, я забираю у них часть печатного расплода. В это время уже стоит на улице такая температура, что пчелиные семьи особо утеплять не надо, и так уже будет не совсем холодно. И ставлю этот печатный расплод, который на выходе, у которого уже лупятся пчелки, и они вылуплятся буквально вот в ближайшие часы. Вот такой вот зрелый расплод. Ставлю такую рамочку в слабенькую семью. Замерзнуть этот расплод не успеет и застыть не успеет, потому что в этом расплоде фактически уже живая пчелка, она лупится. Тем более на улице погода теплая, то есть расплод не застынет. И таким образом буквально за первые несколько часов маленькая слабенькая семья пополняется молодой пчелкой. Притом, если вы поставите рамку печатного расплода, то из нее выйдет 2 рамки пчелы. Получается, семья у нас резко увеличивается в росте. После того, как вышла эта рамочка пчел, даем еще 1 или 2 рамки с расплодом на выходе. Итак, за 2 этапа мы из маленькой семьи буквально в считанные дни делаем семью среднюю по силе, без всяких, скажем так, негативных нюансов. Наоборот, у нас одни позитивные нюансы. Во-первых, мы на хорошую матку сформировали среднюю по силе семью, которая до медосбора будет или средней, или уже даже сильной, и пойдет нормально собирать мед, и соберет его не хуже, чем остальные основные семьи. Ну, а если хуже, то не намного. И второй плюс, вы оттягиваете роение пчел в основных семьях, потому что забираете у них расплод зрелый на выходе, то есть забираете у них роевую пчелу, которая будет роиться. И таким образом эти семьи основные у нас не роятся. А матки, потому что мы расплод забрали и поставили вместо расплода им или вощину, или сушь, матки в основных семьях опять начинают ложить яйца по максимуму. То есть прекращают тормозить и начинают нормально работать. И к медосбору мы еще можем получить дополнительно еще некоторое количество пчелок. И таким образом у меня голова не болит за рои в основных семьях, и слабенькая семья с маткой молодой, хорошей, быстренько-быстренько усиливается и будет нормально работать на медосборе. Конечно, с другой стороны, можно мне сказать, что можно же вывести новую матку в этом году. Смысла возиться с прошлогодней. Но здесь опять я немножко не соглашусь, потому что для того, чтобы воспитать матку этого года, это надо 18 дней ее выращивать, а потом еще 10 дней облетывать. Итого целый месяц надо потратить на то, чтобы матка стала новая, плодной. А у вас уже в улье с весны есть готовая, хорошая, продуктивная матка, пусть даже в слабой семье. Так вот, за эти 30 дней, которые вы потратите на выращивание новой матки, эта матка за 30 дней может набросать вам 8 рамок расплода. А 8 рамок расплода — это как минимум 16 рамок на медосбор. А 16 рамок пчелы на медосбор — это, конечно, семья еще недозревшая, но тем не менее она нормально будет работать на медосборе и принесет какое-то количество меда. Не столько, как сильная семья, но тоже принесет. А это, я вам скажу, тоже немало. Это довольно-таки много. 16 рамок пчел на медосборе — это хорошая ударная группировка, которая будет работать в борьбе за урожай. Поэтому не стоит отказываться от таких маленьких семей по 2 рамочки, у которых хорошие матки. На них еще можно очень хорошо и неплохо в этом сезоне поработать. Такое вот лично мое мнение по этой ситуации. Я лично делаю вот так. Ну, а вы напишите в комментариях, как делаете вы.
Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому было интересно, ставим лайк, потому что я очень жадный до лайков. И не забываем передавать привет моим мохнатеньким, хорошеньким пчелочкам.